Наконец-то руки у меня дошли до 3D принтера, до его проверки. Долго он стоял вот в таком состоянии у меня. Ну почему? Я просто хотел купить что-то, на чем он будет стоять, а не просто на коробке его, или даже на полу, чтобы он располагался, чтобы хоть на какой-то возвышенности он был. Поэтому я ждал, пока вот у меня мебель какая-то появится. Вот, соответственно, казус был небольшой, произошел, когда у меня черноголовка тут расплескалась по всей квартире и немножко попала на принтер. Вот я его сейчас тут спиртиком кое-где протирал. Так, вот значит инструкция у него идет в комплекте, в том числе и на русском языке есть. Хорошая инструкция, то есть там нет никаких косяков в плане там перевода, там все четенько написано. Все, вот я ее полностью прочитал. Там особо не так много информации какой-то, самой базовой, то есть там очень просто все. Ну, я так бегло покажу, просто инструкцию начну с конца. Вот здесь в конце указаны параметры оборудования. Первое, что здесь рекомендуется в инструкции, это установить Creality Cloud. Если появятся какие-то вопросы, можно и на сайт зайти. И здесь в комплекте идет карта памяти, на которой, как указано, есть инструкции. Указывается также список деталей, комплект аксессуаров, базовый компонент. Это база. Вот она. Ну вот, тут что все остальное написано. Рама подвижного портала, компонент экрана дисплея, сборка стойки для материала. И комплект аксессуаров указан. Что интересно, вот заметил, очиститель сопла. Я сперва не понял, интересно, типа, почему, думаю, здесь очиститель сопла указан вот просто вот, да, вот как вот такой штырек. А здесь в комплекте, вот в этом пакете, где лежала инструкция, здесь есть гарантийный талон, наклеечки. Здесь в комплекте идет вот я вижу вот такой штырек. Я думаю, в смысле, а почему отличаются? То есть то, что здесь очиститель сопла и здесь с какой-то типа с губкой. А потом до меня доперло, что это они специально воткнули этот очиститель в губку, чтобы он не проколол пакет. Прикольно, мне это понравилось. Так сказать, мелочь, а приятно. Я его когда только сюда поставил, я думал, о, как четко встал. Как раз самое то. Я не замерял ничего, там не планировал, что где вот он у меня будет стоять. Ну, это обнаружил, что так он точно не сможет стоять. Потому что вот это уже почти край. Вот они ножки. Если что, здесь вот 38 сантиметров. Там провод вот этот, он упирается в стену. Он упирается в стену и до конца не доходит. Может быть, если бы он вот так не торчал здесь напрямую, а если бы он как-то загнут был или наоборот вверх поднят, то может быть, он бы мог бы так стоять. Я не могу это как-то проверить, потому что здесь все очень как бы жестко, так скажем, закреплено. То есть, вот. Сюда он тоже выдвигается. Вот на такое расстояние. Вот. Ну, я подумал, значит, его нужно ставить боком. Я его сперва поставил вот этим краем к стене, потому что с этой стороны здесь находится у нас разъем для подключения кабеля питания и кнопка включения-выключения. Но это не самое главное что здесь еще с этой стороны располагается разъем для карты памяти и разъем Type-C. Но поэтому как бы с точки зрения вставить карту, да, там нужно, чтобы это с внешней стороны было. Но потом я вспомнил, что здесь еще экран нужно будет прикручивать. И экран не позволит, чтобы он стоял вплотную к стене. Вот я сейчас покажу, как он будет примерно стоять, какое там расстояние. Там тоже он тютелька в тютельку входит. Ну вот так боком. Я думал, что я так его буду, ну, в какое-то время, первое время там. Вот, но здесь вот такое расстояние, экран сюда не вместится. Вот, так что другой стороной я его переверну. Другой экран будет здесь, а карта памяти там. То есть, да, это не очень удобно, типа, но как бы иногда можно, да, карту памяти есть место вставить, можно будет вставить. Потом я его на более широкий какой-нибудь стол поставлю. А так, то есть вот такие дела. Просто я, как бы, у меня не было каких-то точных там планов, как его и куда ставить. Я вот, кстати, тут подумал, прикольно все вообще. Сразу видно фирменный продукт. Ну, посмотрим, как еще работает, что, да. Просто мне понравилось, как все в инструкции написано, как все укомплектовано было. Ну вот что я подумал, то что вот у них крепление экрана идет вот здесь, да, сбоку, справа.
Было бы вообще шикарно, если бы они сделали вариант выбора как бы, чтобы пользователь сам выбрал, где ему устанавливать экран. Справа, там, спереди или может быть даже сзади где-нибудь. Потому что вот, например, вот сказать вот здесь место, да, и вот здесь вообще рядом, то есть здесь сделать дополнительные крепления, собственно, вот эти вот 3 места для вкручивания винта, и все, больше ничего не надо, то есть вот здесь как-то сделать, и, пожалуйста, человек сам выбирает, например, мне бы этот вариант хорошо бы подошел, я бы его тогда, например, вот так ставил, как я сейчас показываю, он вот так бы стоял бы у меня, и вот здесь экран был бы. Было бы вообще шикарно. Да, наверное, это немножко удорожает производство, но это как бы вообще несущественно. Вот этот провод вообще, наверное, удлинять даже бы не пришлось. Может быть, там на пару сантиметров длиннее бы его сделать и все. Но было бы вот прикольно. Сейчас бегло покажу комплект аксессуаров. Вот для него отдельный пакет идет. Вот у нас это идет набор инструментов. 2 ключа, отвертка и шестигранники. Набор шестигранников, целый набор. Дальше достаем что? Вот эту картонную коробочку. Это у нас кусачки. Я их видел. Но это вообще, конечно, турбопушка. Я не знаю, как с остальными принтерами. Может быть, у всех так, что в комплект поставляют кусачки там и вообще все вот это вот. Ну прям вообще все ты купил, можешь сразу что-то печатать. Сразу вот такие кусачечки. Наборы винтиков разных. Это у нас винт с шестигранными отверстиями в головке и пружинной шайбой. М3 на 14, 6 штук. Винт с внутренним шестигранником полукруглой головки. М4 на 10. 3 штуки. Винт с внутренним шестигранником в полукруглой головке М5 на 8, 2 штуки. И вот эти черные, это винт с шестигранным отверстием в головке М3 на 8, тоже 2 штуки. Дальше у нас идут сборка зажима FFC, это вот эта черная деталь пластиковая, и вот эти 2 винтика. И вместе с ними вот в этом пакетике идет сопло. Дальше идет карта памяти, и как это здесь в инструкции указано, считыватель карточки. Вот что здесь на карте памяти указано. И последнее, что здесь есть, нить 20 метров. Вот это опять же фирменная какая-то нить, Creality. Здесь вот все ссылочки, все говорит о том, что это производитель Creality, там все такое. Creality Better Filament Plan. Я не совсем понял, какой здесь тип вот этой ленты. Наверное, здесь вот PLA, наверное, да, то есть Ender серия. Как бы у меня принтер Creality Ender, надо предположить, что значит вот этот тип ленты здесь. Здесь, кстати, вот интересно, я заметил, в параметрах оборудования в инструкции указаны типы нити. PLA, TPU, PTG. Не совсем понял, почему здесь нет ABS. Фиг знает. То есть странно, почему здесь ABS не указано. Ну вот, опять же, я могу просто чего-то не знать. Кстати, раз уж такое дело, я думаю, надо все показать, что тут было. Все вот эти вот мелочевки. Ха, интересно. Я только сейчас заметил. Вот здесь указана версия 2.2, а в инструкции указана версия 1.0. Там теперь вообще еще какая-нибудь другая версия больше. Ну да ладно. Так, значит, это After Sales Service Card. Гарантийный талон, наверное, какой-то. Прикольно. Я думаю, здесь вот и есть гарантия на это устройство, и как бы она реально. Вот что-то здесь написано, что-то здесь можно отрезать, и что-то здесь не заполнено. Вот что здесь указано. Ну и даже вот такие наклеечки есть. Так все четенько сделано, что это вообще даже не чувствуется. Да, есть там что-то. Вот что есть на рекомендуемой странице. Инструкция в текстовом виде на английском. Прошивка и программа для работы. А на флешке вот что имеется. 3D-модель. Это информация по характеристикам, которые необходимы для определенного пластика. Вот видео с распаковкой даже есть. Программное обеспечение. Тоже какая-то инструкция для него. Вот уже конкретная инструкция. На русском тоже есть. Вот корень. Сразу здесь в корне какой-то код, котеночек какой-то. Он и здесь есть, в папке с 3D моделями. Так, ну что, наконец начну сборку. Сперва нужно поместить раму подвижного портала в гнезда основания.
Теперь с помощью вот таких винтов М3 на 14, их 6 штук, нужно затянуть эту раму снизу. Да, класть его, конечно, когда вот на бок, чтобы затягивать вот эти винты, класть его лучше вот на эту сторону. Ну, как бы правильней. Я просто так положил, чтобы он стоял просто в такой ориентации, чтобы на камеру показать. Вот, а здесь просто еще и шлейф, и здесь кнопка питания и разъем питания. Так что вот лучше на эту сторону его класть. Все закрутили, покажу поближе, как здесь что выглядит. Вот здесь вот такие ножки прорезиненные, толстые. Теперь продолжаем затягивать раму. Рама подвижного портала. Вот как бы левая сторона, правая сторона. С левой стороны здесь мотор находится. С правой стороны вот еще есть отверстия для винтов. Вот теперь нужно их закрутить. Это вот эти два винта черных М3 на 8. Все затянули. Рама подвижного портала окончательно прикреплена к базе. Не знаю, с какой силы их нужно затягивать, но думаю, не стоит их тянуть до поросячьего визга. Иначе, если они сломаются или резьба там где-нибудь сорвется, будет не очень приятно. Теперь, если следовать порядку по инструкции, то нужно прикрепить экран. Вот здесь 3 отверстия, и там вот 3 отверстия справа тоже. Здесь у него как бы есть подложка, база, в которой он крепится. Вот так он отсоединяться может. И он в комплекте поставляется сразу соединен с этой штукой. Кстати, интересно то, что в инструкции, которая здесь в комплекте идет, в письменной, здесь просто указано поместите экран и прикрутите его. А вот видеоинструкция, которая на флешке имеется, там как бы сперва отдельно вот эту штуку прикручивают, а потом уже вставляют, когда ее прикрутили, экран сам вставляют сюда. Ну, то есть такой нюансик. Наверное, правильнее вот сперва только эту штуку прикручивать. Наверное, это более безопасно, так скажем. Экран прикручивать нужно вот такими винтами М4 на 10. Их 3 штуки. Они в отдельном пакете. Вот здесь есть вот такие вот пимпы. Они вставляются вот в эти два паза. Для удобства я все-таки решил перевернуть его, на бок поставить. Прикрутили подложку для дисплея. Теперь подключаем сам дисплей. И вставляем его в эту подложку. Все, дисплей прикручен. Теперь нужно прикрутить стойку для материала в сборе к раме подвижного портала. Стойка. Это металл. Это пластик. Вот отверстие для винтов. Прикрепляем вот таким образом. На камеру там видно, нет? Не хватает чуть-чуть. Стойка прикручивается винтами М5 на 8, 2 штуки.
Прикрутили стойку. Кстати, с левой стороны экрана дисплея располагается гнездо для карты памяти. Оно используется только для обновления прошивки экрана. Теперь нужно подключить проводку. Сначала подключаем кабель экструдера в плату адаптера экструдера вверху. Вот в этот разъем. Здесь есть посередине паз специально, чтобы не перепутать, какой стороной вставлять кабель. И вот эти вот боковые зажимы. Их нужно вот в эти крайние положения отодвинуть, чтобы вставить кабель. Все. Добавлю комментарий на момент монтажа. Гипотетически можно было бы оставить кабель экструдера в таком состоянии, не закрепляя его потом в зажиме. Тогда он не зацепился бы потом за раму. Если же делать все как положено, закреплять его в зажиме, то его нужно обязательно прокладывать под рамой. Теперь его нужно закрепить с помощью сборки зажима FFC. Вот этот. Закрепили кабель экструдера. Вот так это выглядит. Теперь кабель экструдера нужно закрепить в его зажиме, следуя инструкции на этикетке. Вот этот кабель зажима. Рядом с мотором оси Z. Yes. Немного проблемно он вставляется сюда. Я, кажется, одно какое-то буржуйское видео смотрел. Там чувак, по-моему, про эту проблему говорил. Вот здесь, как раз таки именно в этом месте, в кабеле этого экструдера имеется утолщение. Вот везде, вот здесь плоский идет, а вот в этом месте утолщение. Соединение с вот этим вот проводом, который идет к мотору оси X. И здесь просто показывают в этом месте, и здесь как раз таки это неудобно. А вот если чуть сюда, здесь уже можно это сделать легко. Вот. Как бы такая ситуация. Вот здесь он чуть-чуть толстый, и это неудобно здесь его вставлять. Ну теперь, собственно, подключаем кабель экструдера к мотору оси X. Здесь даже подписано у него X. Но это как бы, как нужно перепутать, ну ладно. Тоже здесь не перепутаешь, какой стороной вставлять, потому что определенные пазы есть. Я просто тыкаюсь, потому что через камеру смотрю. Вот так вот. Теперь подключаем мотор оси Z. Опять же, здесь есть бирочка с пометкой. Тут по-другому и не получится, в принципе, из-за длины проводов. Все. Собственно, все. Все махинации как бы и закончились с его сборкой. Теперь можно его подключать к питанию. Но прежде чем его включать, здесь есть переключатель, и нужно убедиться, что этот переключатель находится в нужном положении. Переключатель питания, он находится с задней стороны. И здесь вот подписано 230-115. То есть этот принтер можно использовать для разных сетей. То есть вот у нас 220, ну то есть 230, да. Где-то это 115. Как бы и по умолчанию здесь установлено 230. И в инструкции это указано. То есть вот он, этот переключатель. Вот было здесь 230. А мы вот так делаем 115. Он обязательно должен стоять вот в этом положении 230. Ну если, соответственно, сеть 230 вольт. Кстати, вот бирочка, к слову, которая здесь имеется с задней стороны. Также нужно убедиться, чтобы кабель экструдера был не перекручен. Ну, вроде у меня не перекручен, я не знаю. По-моему, как бы так и должно быть все. Здесь вот в комплекте было сопло, но это как бы запасное, да, или как сменное. Здесь уже установлено сопло.
Еще вот одна интересность по поводу инструкции. Здесь после как бы все вот подключения, там все дела указано сразу ручная загрузка, ну, филамента, да, вот материала. Сразу как будто бы, да, ты включил и сразу его вставляешь. Но, по-моему, нужно сперва там его поставить на печать. То есть вот здесь, если меню вот так смотреть, то туда выбираешь печать. На видео по сборке, которая на флешке имеется, там именно так делается. И материал вставляется только после того, как здесь выбирается печать. Там получается, наверное, нагрев происходит, и уже потом можно вставлять эту нить. А сейчас теперь, получается, его можно включить и выбрать вот это выравнивание. Все, убедились, что здесь переключатель в нужном положении находится. Подсоединяем кабель и включаем питание. Так, ну в моем случае он вот так будет располагаться, потому что узкое пространство. Включаем кабелек. Включаем кнопку. Так, и что у нас происходит? Он включился. Заработали какие-то вентиляторы. Это блок питания, наверное, заработал. Да, звук отсюда. Так, теперь нужно сделать выравнивание, как это рекомендуется. Сперва здесь вот, когда первое включение происходит, здесь предлагается выбрать язык. Ну, здесь понятно, интуитивно все, да, вот. Есть ручка и кнопка, чтобы нажимать, но просто я про что хочу сказать, то, что в инструкции это нигде не указано. Как бы, ну, понятно, интуитивно это понятно, да. Все современные люди понимают, что там, что такое кнопка, что такое крутилка, но все равно, наверное, это должно было быть указано. Выбираем язык русский. Все, здесь у нас меню. Простая печать, подготовка, контроль, выравнивающая. Перевод не очень. Здесь должно быть просто выравнивание. Мы его выбираем, и по сути у нас сразу должно автоматически начаться выравнивание. То есть, когда я нажму сейчас, он должен сразу автоматически все делать. Мне больше ничего не нужно там выбирать. Хотя там должны быть как бы пункты выбора. На платформе ничего не должно быть. Вроде она как бы чистая у меня здесь, конечно. Пыль постоянно летает. Нажимаем. Так, все, какие-то страшные звуки начались. Вот он тут выдвигает свою пимпу. Сейчас будет колбасить. Пимпу выдвинул. Вот, кстати, какое здесь меню. Появляется подогрев насадки, очистка насадки, автоматическое смещение по оси Z насадки. Вот он медленно пошел. О-о-о-о! Твою мать! Сука! Господи, я конченый дебил, блядь. Ну вы поняли, что произошло, да? Я дебил. Но в свое оправдание я могу сказать, что я просто как бы я снимаю, и поэтому я как бы чаще всего в камеру смотрю, а не то, что в реальности происходит. Вот. Поэтому нужно, вот, когда человек что-то собирает, следите за инструкцией. Тем более за, вот, если речь идет про какой-то фирменный хороший продукт. Вот здесь как бы явно в инструкции нигде там не указано, там указано, что там избегайте перекручивания и все такое. Но как провод должен располагаться, типа, для дебилов, для таких как дебилов, как я, надо было им написать, что не надо сверху рамы класть, надо под рамой класть вот этот провод, блин, кабель. Я не знаю, я надеюсь, я ничего не испортил. Короче, ну вот, да, видели, да? Короче, вот я вот этот провод вот сюда перекинул, и вот здесь его подсоединил, он был сверху. Поэтому, когда он сейчас начал опускаться, здесь он натянулся вот так. Надеюсь, я ничего не сбил здесь и не испортил. Блин. Короче, ну сейчас пробую включать, что будет. Включаю. Господи Иисусе. Так. Попытка номер 2. Первый блин комом, как говорится. Я надеюсь, он на меня не сильно обиделся за то, что я сделал такую херню.
Ну все, пошел вроде так же, как и делал. Я надеюсь, у меня там хватит расстояния около стенки, потому что вот как бы здесь провод, он немножко упирается, но в целом он гибкий и не сильно жесткий. В принципе, должен играть. Ну, потом я его поставлю на какое-нибудь место, которое побольше будет, пошире. Это просто сейчас я его здесь как бы проверить и все остальное. Нет, блин, глянь, посмотри, вот здесь он немножко. Как-то его назад, что ли, блин. Он на платформу может. Ну, не то чтобы... Так, вот он коснулся стола только что. По-моему, или нет еще. Просто щелчок какой-то был. Какой-то звук непонятный пошел. Это что ли вентилятор работает или что это за звук такой? Все выше и выше. Это вентилятор, не пойму, работает или нет. Что он делает-то сейчас? А вот для дебилов. Здесь начал мигать вот этот пункт подогрев насадки. Тут завертелись какие-то шестеренки, как будто... Опа, начал что-то делать. Просто я сперва подумал, что он, может, хочет, чтобы я материал вставил. Подожди, он, блядь, как будто бы делает, как будто бы это, знаешь, типа вот пробная печать. Я не совсем понял. Это вот нужно сейчас было или нет? Здесь остался след, я не понял, мне нужно было филамент вставить или что? Просто там нигде явно не говорится, что я... Ну... Так, очистка насадки. Вероятно, вот это как раз таки была очистка насадки. Я не знаю. И теперь автоматическое смещение по оси Z насадки. Вот этот пункт сейчас мигает. Я еще, блин, решил в 4К снимать, у меня вообще памяти нет. Чпонька, чпонька. Что началось-то? Опять началось какой-то... Это за вентилятор, наверное, заработал. Да, похоже на то. Так, вот опять что-то он делает, только здесь уже горит все синим и написано «Завершено». Ага. Выравнивание. На камеру мигает. Здесь это зеленый цвет. Здесь, значит, в этом меню, так скажем, зеленым отображается, если значение отображается зеленым, то платформа выровнена. Если синим, то платформа относительно выровнена. Если желтым, то платформа наклонена. Если красным, то платформа сильно отклонена. То есть вот все значения должны быть зелеными или в худшем, ну как, или по крайней мере синими. Если уже желтые значения, то это что-то значит не так. Желтые, красные, это уже плохо. Вот.
Все, здесь все значения зеленые. Значит, платформа выровнена. И по сути теперь можно печатать, заправлять материал и печатать. Но он еще что-то продолжает делать, я не понял. Тут как бы он уже отобразил все значения. Тут может быть еще... Все, наверное. Вот, завершено тоже написано. Подтвердить или редактировать. Вот, ну, я не буду пока что редактировать. Там, наверное, как-то ее можно еще выравнивать какими-то способами. Но, значит, мы выбираем подтвердить. Здесь вот. Либо редактировать, либо подтвердить. Выбираем подтвердить. Все получается. Да, катушки с PLA пластиком у меня нет. Только вот то, что в комплекте шло, если я правильно понял, то это PLA. Я себе покупал только ABS. Я как-то не задумывался об этом. Я думаю, что, скорее всего, можно ABS печатать, хотя явно это... В общем, за неимением собственной катушки с PLA материалом, с PLA пластиком, я буду использовать вот этот. Я не знаю, ну, наверное, на какие-то мелкие пробные вещи его хватит, а потом уже, наверное, буду пробовать ABS печатать. Там есть модель какая-то, котик. Вот, наверное, его распечатаю. Сейчас я устанавливаю программу, которая идет там, как это называется, Creality Print или как-то так.